Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео поговорим о том, что такое общество потребления на самом деле. Это будет продолжением серии моих видео по теме общества потребления. Так вот, почему вообще общество потребления воспроизводит само себя? Это происходит потому, что элементы этого общества устроены таким образом, что человек служит культу вещей, производимых этим обществом. То есть сам человек выполняет всего лишь роль элемента этого общества наравне с самой вещью, потому что он относится к вещи как к тому, что составляет неотъемлемую часть его самого. Потеря вещью своего практического смысла. Вещь теряет свой сугубо практический смысл, когда человек покупает ее ради своего некоего статуса. То есть в данном случае человеком вещь преследуется как средство достижения цели для создания образа, воображаемого самим человеком, его собственного статуса, и вещи как атрибута этого образа. Так или иначе, вещи, которые человек приобретает как атрибут статуса, являются продуктом серийного производства. Следовательно, доступ к таким вещам имеет не только данный человек, но и другие люди. И получается, что данный человек является таким же массовым потребителем, как и те люди, которые покупают менее дорогие вещи. Просто те вещи, которые имеют более высокую цену, покупаются реже, чем товары менее дорогие. Когда человек служит культу вещей? На самом деле человек служит культу вещей, когда он относится к ней как к атрибуту формирования образа своего социального статуса. Тем самым он стимулирует многократное производство вещи, независимо от того, имеет она практический смысл или нет. В данном случае массовое производство товара превращается в самоцель, а не для того, чтобы вещь обслуживала практические нужды человека. Человек в данном случае выполняет роль элемента общества массового потребления, независимо от того, какую цену он платит за эту вещь. Например, я видел много молодых, красивых женщин, у которых на коже их лиц был нанесен какой-то крем, имитирующий, судя по цвету, цвет кожи. И я, видя такое зрелище, всегда задумываюсь, зачем и без того молодой красивой женщине наносить крем на лицо? Зачем закрывать естественную фактуру кожи красивого молодого лица? Все дело в рекламе, которая продает человеку образ того, каким он должен быть с позиции производителя товара. То есть товар, несмотря на полное отсутствие у него практического смысла, позиционируется рекламой как неотъемлемый атрибут для потребителя. И потребитель, опираясь на устойчивое представление о товаре как о неотъемлемой части своей жизни, но лишенной практического смысла, становится двигателем производства этого товара. Например, раньше автомобили, такие как Mercedes, были эталоном высокого уровня качества, которое проявлялось в надежности и долговечности этих автомобилей. Но сейчас, насколько я знаю, Мерседесы представляют из себя нечто другое в плане качества. И в целом в современном автомобилестроении уже стала использоваться технология так называемого искусственного устаревания автомобилей. Инженерами создание механизмов проектируется таким образом, что они после определенного периода использования выходят из строя. То есть бренд какого-либо товара уже не является знаком его качества, а просто обозначает ценность этого товара уже только с точки зрения его принадлежности к бренду как к таковому. И сам же человек, то есть потребитель, рассматривает бренд как
какой-либо вещи как самоцель. В его глазах вещь при помощи образа бренда априорно наделяется смыслом в отрыве от всякой практической полезности, потому как бренд означает для потребителя своего рода религиозный, лишенный практической целесообразности смысл. Ключевой стимул производства брендового товара. Ключевым стимулом производства брендового товара в нынешних реалиях является его априорный религиозный смысл, потому что потребитель считает вещь, относящуюся к бренду, частью своего собственного образа, с которым потребитель идентифицирует себя в обществе. Финансовая система в виде банков, выдающих кредиты на дорогие брендовые товары, способствует клонированию одинаковых потребителей товаров одних и тех же брендов. И тот образ потребителя товара определенного бренда, с которым потребитель идентифицирует свой социальный образ, теряется среди потребителей такого же товара. То есть потребитель, вдохновленный своим образом принадлежности к определенному, как ему кажется, классу людей, является простым потребителем, потому как его представление о своей социальной идентичности создано той же самой средой, что и людей, покупающих менее дорогие товары. То есть люди, конкурирующие внутри финансовой системы за некий социальный статус, играют по правилам той же самой финансовой системы, поэтому степень обеспеченности не имеет никакого значения в плане выражения социального статуса. Статус в голове потребителя в реальности играет роль триггера, побуждающего покупать товары, хотя сам потребитель вкладывает в этот акт владения вещью какой-то особый смысл, означающий его принадлежность к высшим слоям общества. То есть человек, порожденный определенной средой, играет по правилам этой среды, и в этой связи он не может быть свободным от нее, потому как он просто является ее продуктом. Но психологическая предпосылка того, что потребитель апеллирует в поддержании своего социального статуса к владению статусными вещами, в представлении самого потребителя якобы подчеркивает его большую свободу перед теми, кто не имеет возможности покупать такие вещи. Как будто бы повышение финансовых возможностей человека уже должны предполагать желание покупать такие вещи. То есть то, что человек видит в приобретении определенных условно дорогих вещей, обозначение своего социального статуса не свидетельствует о том, что он чем-либо отличается. Это всего лишь свидетельствует о его более высокой покупательской способности, если под ней понимать возможность покупать вещи, которые не может себе позволить менее обеспеченный человек. Связь возникновения новых видов услуг и общества потребления. Опять же, если взять так называемые услуги, так называемых психологов, то они представляют из себя в чистом виде потребительский фейк, а со стороны оказывающих эти услуги имитацию объективной конструктивной деятельности. Правда, непонятно, на что эта деятельность направлена и в чем заключается ее объективность в виде предмета исследования, так скажем. В данном случае спрос человека на решение проблемы, идея о существовании которой внушена ему самой психологической и околопсихологической средой. Сначала информационная среда создает в голове человека образ такого оптимизированного человека с точки зрения неких запросов. То есть, если человек решит, что он не уверен в себе, он создает в своей голове запрос на удовлетворение потребности в том, чтобы стать уверенным. Например, когда я прошу очередного стоящего на улице рядом со мной быдлозавра перестать курить около меня, да, и выпускать на меня свой дым, то я не уверен в том, что он не даст мне после этой просьбы кулаком в лицо, потому как такие прецеденты уже были, и не совсем понятно, о какой такой уверенности с моей стороны в данном случае может идти речь, если быдло решает, что оно может делать то, что ему вздумается и где вздумается. То есть психология — это абсолютно декоративная с точки зрения объективной оценки вещь, уж не говоря о том, чего она
чем она является с научной точки зрения. И поэтому так называемым психологам просто в силу специфики самой психологии приходится делать вид того, что они могут целенаправленно воздействовать на некую объективную причину некой объективной проблемы. И естественно, что создание психологической индустрии в обществе продиктовано не более чем рекламной обработкой человека, потому как психология не воздействует ни на какие объективные процессы в человеке. Допустим, любой не сумасшедший хирург занимается удалением аппендикса по одной и той же хирургической технологии. И если бы кто-то из хирургов решил бы вырезать аппендикс человеку при помощи самурайского меча, то он как минимум был бы пожизненно отстранен от врачебной деятельности и на всю жизнь, и был бы отправлен в тюрьму. Но в случае с психологией, если провести аналогию с объективной деятельностью хирурга, то нет ни аппендикса, нет ни технологии и нет даже самого хирурга. Нет ничего объективного, есть только ссылка на какую-то загадочную фигню в человеке, на которую может влиять какой-то психолог какими-то неопределенными магическими методами. И под личиной специалиста, психолога, как правило, оказывается существо с комплексом неполноценности, которое хочет самоутвердиться за счет людей, которых он считает глупее, чем он сам. В этом даже можно убедиться по тем комментариям, которые оставляют некие вот люди-психологи под моими видео о психологии. И видя положительную реакцию других людей на мои видео о психологии, у некоторых из этих психологов просыпается комплекс неполноценности, потому что им сложно почувствовать свое интеллектуальное превосходство в данном случае, и они начинают сыпать различными словесными гадостями. И я в этот момент спрашиваю себя, может быть, они и своих клиентов, так называемых, называют теми же словами, что и меня. То есть психолог — это человек, который хочет самоутвердиться за счет своих так называемых клиентов, ведь на их счет можно всегда списать свои собственные комплексы. То есть это не я дурак, а ты негативный. Это не у меня комплекс неполноценности, а ты неправильно понимаешь научную суть психологии. В кавычках, конечно же, научную. Психолог в своей деятельности всегда оперирует исключительно ссылками на кого-то или на что-то, потому что никакого объективного предмета его деятельности не существует. Если вы скажете, что психолог ничего не решает, он ответит, что он не врач. Если вы скажете, что психология не наука, психолог скажет, что психология слишком сложна, чтобы не психолог мог называть ее лженаукой. При этом, конечно же, никаких объективных доводов, свидетельствующих в пользу ее научности, он не приведет. Если вы скажете, что теории психологии лишены объекта, на изучение которого они направлены, психолог скажет, что и в точных науках есть спорные теории. Несмотря на то, что самого предмета изучения психологии сам по себе отсутствует. То есть психолог — это маг, ссылающийся на любые факты, которые хоть как-то могут защитить его образ некоего специалиста, который якобы имеет дело с изучением чего-то конкретного. То есть с точки зрения объективных сфер деятельности человека, психология является абсолютным потребительским фейком, и вся ее деятельность этих психологов заключается в торговле идеей о том, что они могут влиять на что-то объективное объективными методами и при помощи объективных инструментов. Если же спросить у них про объективность их деятельности, то они начинают говорить о том, что услугами психолога пользуются здоровые люди. То есть в кабинете сидит некое существо, которое говорит о том, что психология — это наука, но при этом психологи что-то делают со здоровыми людьми за деньги. Правда, непонятно, что они делают. И не кажется ли вам это странным — предоставлять некую
некую неопределенную магическую услугу за деньги и при этом говорить, что они являются представителями некой объективной науки, при этом не оказывая никакого объективного влияния ни на что, опять же, объективное, да, потому что, опять же, этого объективного предмета, на который они якобы оказывают влияние, не существует. То есть психология — это в чистом виде сфера, выращенная самим обществом потребления, только это та сфера, где деньги зарабатываются людьми, претендующими на некий объективный предмет их воздействия. На примере с автомобилями, который я приводил выше, человек имеет средства для передвижения в пространстве, несмотря на культ бренда, которому он служит, да? Но в случае с психологией человек ничего не приобретает, он лишь платит деньги за некий социальный ритуал, который свидетельствует о нем в его же собственном представлении как об очень озабоченном некой своей проблемой, которую он не может даже сформулировать, но эта проблема ему мешает быть каким-то другим с точки зрения непонятных каких-то стандартов. То есть озабоченный психологической проблемой — это такой же пассивный человек из общества потребления, желающий свалить ответственность за свое собственное состояние на кого-то интеллектуально, на какого-то интеллектуально отсталого мага-психолога, который только и мотивирован тем, что самоутверждаться за счет тех, кого он считает более глупыми, чем он сам, и не умеющим ориентироваться в жизни. Психология — это религия общества потребления. Психология — это в чистом виде религия общества потребления, в котором роль попов берут на себя психологи. У них все такой же непонятный предмет поклонения, все такие же невежественные прихожане, которые решили сдать свои мозги ему в аренду, чтобы он подвел бы какую-нибудь выдуманную самим человеком проблему под магическую причину, которую он будет решать магическим способом. Только в данном случае акт потребления со стороны так называемого клиента отличается от визита к попу тем, что психолог не является посредником между Богом и прихожанином, но ссылается на некую свою экспертность в якобы какой-то объективной сфере научной деятельности. То есть психолог — это тот же самый поп, только верящий, либо же строящий из себя научное светило в кавычках. Но в среде интеллектуально защищенной психология воспринимается в чистом виде как фейк, а образ психолога как образ шарлатана, который ничего общего с миром объективных явлений не имеет, если, конечно, не считать объективным явлением процесс заработка на простофилях, решивших отключить свой мозг и отдать его в аренду психологу, для того, чтобы тот мог почувствовать себя интеллектуально выше, чем этот идиот, который зачем-то к нему пришел. Это как раз тот случай, когда цель этого визита не знает ни психолог, ни тот, кто к нему пришел. Но если попытаться вскрыть саму суть психологических услуг, то обнажились бы истинные материальные цели со стороны психолога, а со стороны его прихожанина исключительно тот факт, что он стал жертвой рекламы психологической пропаганды в Ютубе. И если мы учтем, что человек идет к психологу добровольно, пусть даже как вследствие повлиявшей на него маркетинговой пропаганды психологических услуг, то руки психолога всегда остаются чисты, потому что психолог не является специалистом ни в какой области объективных знаний. И ответственности он ни за что не несет. Он всего лишь маркетинговое порождение общества потребления, на чьи магические услуги соглашается человек, который к нему идет. То есть сама структура общества потребления отмазывает психолога
от какой-либо ответственности, потому что в конечном счете обращение к психологу со стороны клиента абсолютно добровольно, при том, что маркетинговая пропаганда психологических услуг проникла в голову обывателя помимо его критического барьера его мышления. То есть в данном случае только склонность человека пропускать пропаганду любого типа через фильтры собственного осмысления может погубить его. Он поддался этой пропаганде только потому, что он воспринял транслируемую ей информацию как некую общепризнанную истину, но общепризнанность не может быть мерилом соответствия правде, поэтому нужно пропускать через свое собственное осмысление все, даже то, что кажется общепризнанным, вернее сказать, тем более нужно пропускать через свое собственное осмысление то, что кажется общепризнанным. Всего хорошего, спасибо за внимание, до встречи в новых видео.